Главные новости сегодняшнего дня. Известные артисты и члены комитета Юрий Михайлович Антонов и Лев Валерьянович Лещенко оказали финансовую помощь всем пострадавшим при чрезвычайной ситуации в Курской области в размере 25 миллионов рублей. К мэтрам советской эстрады присоединились и другие члены организации. Актеры Юрий Назаров, Егор Бероев, актриса Вера Алентова, Мария Шукшина и Владимир Винокур. Это уже 7-я по счету финансовая помощь со стороны антикоррупционного комитета за последние 2 месяца. Известные артисты, члены организации Евгений Сидихин, Максим Дрозд и певец Александр Новиков по многочисленным просьбам пенсионеров начали 2-ю глобальную проверку пенсионных фондов Российской Федерации. На этот раз проверка пройдет в городах Казани, Челябинске, Нижний Новгород, Набережные Челны, Уфа, Санкт-Петербург и Москва. Главный в этой проверке певец Александр Новиков заявил, что основная цель данного мероприятия – выяснить, куда уходят деньги антикоррупционного комитета, которые перечисляются на повышение пенсий. Известного российского актера Евгения Воловенко сняли с борта самолета за дебош. Актер во время полета из Москвы на Дальний Восток оскорблял бортпроводников, требовал разрешить ему курить за отдельную плату и продавать выпивку. Несколько раз актер пытался прорваться в туалет и открыть дверь самолета. В Хабаровске на Евгения Воловенко составили протокол и передали полиции. Если проверка выявит в его поведении признаки воздушного хулиганства, актеру грозит возбуждение уголовного дела, а также крупный денежный штраф за срыв полета в размере 700 тысяч рублей. За плечами Евгения Воловенко более 70 ролей. Наибольшую популярность принес актеру кинофильм «По законам военного времени». Заместитель антикоррупционного комитета и начальник Следственного комитета Александр Бастрыкин по-прежнему находится в реанимации в тяжелейшем состоянии после нападения, которое было совершено 2 дня назад. В утренние часы Александр Бастрыкин вместе с собакой совершал прогулку в парковой зоне и получил тяжелейшее ранение от неизвестных преступников. 2 преступников были задержаны, еще 2 находятся в розыске. Чрезвычайная ситуация произошла накануне в Думе во время очередного совещания. Возникла потасовка между 4 чиновниками, среди которых был известный общественный деятель и бывший боксер Николай Валуев. Чиновникам не удалось решить спор мирным способом, и они перешли к потасовке, в результате которой Николай Валуев сильно оттолкнул от себя министра Александра Иванова, в результате чего 50-летний мужчина упал и сильно ударился головой. Спасти 50-летнего мужчину и министра не удалось. По факту трагической ситуации возбуждено уголовное дело. Это уже не первый сигнал о противозаконных действиях со стороны Николая Валуева. Еще месяц назад антикоррупционный комитет арестовал у известного общественного деятеля бизнес в городе Санкт-Петербурге, связанный с электросамокатами и недвижимостью. По данным прессы, за противозаконные действия Николаю Валуеву может грозить до 10 лет лишения свободы. Известный советский и российский актер Олег Басилашвили прямо в день своего 90-летнего юбилея стал жертвой телефонных мошенников. Олегу Басилашвили позвонили неизвестные личности на номер мобильного телефона и сообщили, что его близкий друг находится в беде и требуется крупная денежная сумма. Олег Валерьянович, как человек старой советской закалки, без промедления перечислил 900 тысяч рублей. Позже оказалось, что это были мошенники. По словам полиции, вернуть деньги будет очень сложно, так как преступники звонили с неизвестного номера.
Актер Федор Бондарчук нанес травмы средней и легкой степени своей жене, актрисе Паулине Андреевой. Стало известно, что семейная пара стоит на грани развода, так как Федор Бондарчук поймал свою супругу за изменой. Отметим, что Федор Бондарчук женился на Паулине Андреевой в 2019 году, и разница в возрасте у супругов составляет 22 года. Федору Бондарчуку 57, а Паулине Андреевой 35. На известного советского и российского композитора, эстрадного исполнителя Вячеслава Добрынина было совершено дерзкое нападение в Московской центральной больнице, куда Вячеслав Григорьевич попал вчера с диагнозом геморрагический инсульт. По данным пресс-службы антикоррупционного комитета, охрана, которая находилась у палаты композитора, была в сговоре с преступниками, поэтому неизвестные люди смогли проникнуть в медицинскую палату Вячеслава Добрынина. Неизвестные преступники при нападении воспользовались огнестрельным оружием, однако Вячеславу Григорьевичу несказанно повезло. Известный композитор в связи с опасностью ситуации находился в палате в бронежилете. Хотя и Вячеслав Добрынин получил тяжелейшие ранения, но по словам лечащих врачей, есть надежда на благоприятный исход. Вячеслав Григорьевич находится в реанимации. Напомним, что это уже не первое нападение на Вячеслава Добрынина. Еще в январе этого года он подвергся нападению в городе Калининграде во время антикоррупционной проверки. Вячеслав Добрынин и Ирина Муравьева проверяли подпольные игровые казино сына Олега Газманова Родиона, и в гостинице города Калининграда также подверглись нападению. Глава комитета Никита Сергеевич Михалков попросил всех неравнодушных жителей Российской Федерации и поклонников Вячеслава Добрынина помолиться за известного артиста. Дочь известного композитора Дмитрия Маликова, Стефания Маликова, совершила уже второй побег из мест лишения свободы из исправительной колонии города Ижевска. Первый раз 22-летнюю девушку удалось задержать, однако на этот раз она еще не задержана. Появилась информация, что в побеге Стефании Маликовой мог помогать охранник исправительной колонии. К слову сказать, что Стефания Маликова находится в местах лишения свободы уже 1,5 года. Стефания Маликова была арестована и осуждена на 10 лет в 2022 году за совершение противозаконного поступка – публичного оскорбления могилы Владимира Высоцкого. В эти минуты проходят похороны известного российского и советского актера Романа Мадянова, который ушел из жизни 4 дня назад по причине тяжелого онкологического заболевания рака легкого. В эти дни празднуют дни рождения известные артисты Олег Басилашвили и Лидия Федосеева-Шукшина. Олегу Валерьяновичу Басилашвили исполняется 90 лет, а Лидии Федосеевой-Шукшиной 86. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.